Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамыл. Ногти после другого мастера. Что предпочтете вы? Выполнить коррекцию или сделать перенаращивание? А в принципе, зачем выбирать? На одной модели сделаем и то, и другое, сравним результат. Но в этом видео выполним коррекцию. Будет интересно, поехали! Такой сегодня исходный вариант. Данным ногтям 3 недели. И делал их мастер в одном из топовых салонов Москвы. Что мы видим? Есть некоторые ошибки, большая толщина на свободном крае и арка достаточно плоская. Если перевернуть руку, то видны ступеньки из-за неправильной постановки формы. От правильной постановки формы действительно зависит многое. 80% успеха, поэтому это нужно отработать. На многих ногтях сильные пропилы. Поэтому сегодня нам предстоит очень аккуратная, деликатная работа в области кутикулы. Приступим к коррекции. Сначала снимаем 2/3 старого материала до тонкой подложки. Я не снимаю полностью, для того, чтобы остался материал на свободном крае. Он поможет мне поднять клюющий кончик. Материал достаточно мягкий. Модель мне точно не сказала, каким материалом выполнялось наращивание. То ли гель, то ли акригель. Но снимался он легко. Мне очень нравится использовать фрезу зеленой насечкой. Она снимает покрытие довольно быстро. Здесь самый важный нюанс – в зоне пропила идти крайне аккуратно. Не поднимать насадку на носик, иначе возможно сделать новые пропилы. Сглаживаю поверхность, чтобы было проще выкладывать новый материал. Длину мы решили совсем немного убрать. Подготавливаем ногти к нанесению материала. Выполним маникюр. Для начала отодвигаем кутикулу апельсиновой палочкой. Придадим форму, но совсем немного. Окончательно ее мы будем делать после выкладки материала. Имитирую натуральную ногтевую пластину, сглаживаю место перехода. Важно не оставить отслоек, так как они потянут за собой следующие. Есть выбоинки по бокам. Это говорит о том, что форма была поставлена не в стык к точке ногтевого вроста, а с зазором. Это очень важный пункт. Мы должны всегда подрезать шаблоны под каждый ноготь клиента, для того, чтобы форма стала максимально плотно, без зазоров. Тогда у вас не будет таких трещин по бокам. Приступаем к работе алмазной фрезой. И действительно, у моей модели в синусах достаточно плотная кожа. Подозреваю, что в попытках ее убрать, мастер мог надавить на ноготь, тем самым делая пропилы. Поэтому, если вы видите такую ситуацию, идите не по ногтю, а как бы опирайтесь на кожу, выглаживая ее поверх плотной кожи. Кутикула приподнимется, и далее вам будет намного проще убрать то, что на ногтевой пластине. Помните, что фреза всегда должна работать плоскостью, не носиком. Теперь, когда кутикула приподнята, мы готовы к срезу. Выполняю срез ножничками-твизерами. На самом деле нету разницы, твизеры, обычные ножницы с колечками или кусачки. Здесь дело привычки. Любым инструментом можно сделать чистейший маникюр. Обезжириваем и наносим праймер. При коррекции праймер наносим только на натуральную ногтевую пластину. На свободный край наносить не нужно, так как там есть старый материал. Наносим базовый слой, немного больше к зоне кутикулы, для того, чтобы была хорошая носибельность и не было отслоек. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Так как слой не очень тонкий, просушиваю по 2 ногтя.
Коррекцию будем выполнять при помощи акригеля. Он с частичками акриловой пудры. Это говорит о том, что данный материал довольно жесткий и подойдет для такой длины. Наливаю специальную жидкость для разравнивания акригеля. Ставим шарик на центральную часть ногтя, немного даже ближе к кутикуле. И начинаю прижимать акригель в обе стороны, затем толкаю к кутикуле и прижимаю там. Для этого использую синтетическую кисть овал номер 6. Для акригеля удобнее использовать кисти более длинные, не короткие, для того, чтобы они всей своей плоскостью прижимали данный материал. Акригель – это супер удобный материал для того, чтобы закладывать такие дырочки по бокам, так как он не растекается. Вам, возможно, покажется этот слой толстым, но если посмотреть сбоку, мы должны увидеть прямую линию от наивысшей точки. Мы будем поднимать клюющие кончики. Отправляем на просушку в лампу и продолжаем делать такое же укрепление, реставрацию на других ногтях. Тут самый важный критерий – набирать малое количество жидкости, чтобы она не разжижала материал, так как он может впоследствии от этого отслаиваться, и плотно прижимать акригель. Если будут ступенечки, неплотное прижатие, это приведет к отслойкам в дальнейшем. Отсутствующие боковые стенки мы дотягиваем по воздуху. Считаю, что акригель – это супер удобный материал, особенно для новичков. С ним комфортно работать. После того, как все просушили, убираем остаточную липкость и приступаем к опилу, к окончательному опилу. Оформляем свободный край, четкий квадрат, боковую стенку и затем опиливаем нижнюю параллель. Она должна быть ровной. Отделяю материал от кожи и пилку устанавливаю под ноготь. Это крайне важно для того, чтобы у вас не было ступенек. Не в статичном положении держу палец, это ошибка, а всегда кладем на бок при опиле нижних параллелей. И сглаживаем поверхность в одну сторону, слева направо. Опиливаем зону у кутикулы. Теперь ровная линия от наивысшей точки до свободного края. Быстрыми движениями. И теперь сглаживаем поверхность в одну сторону длинными движениями. Только длинные движения помогут вам выровнять поверхность, сделать ее идеально гладкой. Если совершать движение то слева, то справа, то в середине, возвращаться снова обратно, то поверхность ногтя будет граненая, как граненый стакан. Не бойтесь получившейся толщины, это нормально. Очень многие мастера боятся, спиливают данный материал, и ноготь как был вниз растущим, таким и остается. Арка будет при этом плоская, а мы хотим сделать больший процент арки. Арка нам нужна для того, чтобы ноготь был более красивый, более зажатый и, самое главное, более прочный, благодаря получившимся ребрам жесткости. Лайфхак от меня: я использую измеритель для определения длины. Как правило, делаю это на глаз, но когда у меня есть сомнения, то беру в руки его. Самый классный момент – это выпиливание толщины изнутри. Для этого использую керамическую насадку, тонкую. Она с легкостью проникает вглубь и выпиливает изнутри. После чего мы переворачиваем палец клиента и опиливаем арку. Нормальная толщина ногтей смоделированных должна быть 0,7 мм, 1 мм в зависимости от будущего дизайна. Если мы будем покрывать гель-лаком, то это будет 0,7 мм. Если только топом, то 1 мм. Не переживайте, такая толщина носибельна, не будет скалываться. К тому же наш акригель достаточно жесткий для того, чтобы уголки выдержали и не ломались. Если бы акригель был более мягкий, более пластичный, то, возможно, он не выдержал бы такую длину. Шлифуем поверхность бафом
немного свободный край, чтобы уголки так сильно не цеплялись. И посмотрим на получившуюся арку. Очень здорово, считаю, при коррекции выполнить такие арки, а не сделать ногти плоскими. Вам нравятся такие арки? Напишите мне об этом в комментариях. Закончим наш маникюр, наношу дегидратирующий тоник от Vogue. И теперь фрезой пламя на невысоких оборотах в положении реверс шлифую кожу. Убираю мелкие заусенцы и оставшуюся пыль в боковых пазухах. Всегда необходимо тщательно убрать пыль по периметру кутикулы, потому что она забивается туда очень сильно. Покрываем ногти цветом в 2 слоя, и у нас будет небольшой дизайн. Приглашаю вас на онлайн-вебинар, на котором расскажу, как быстро наработать клиентскую базу, выполняя моделирование ногтей без ошибок. Поговорим, как ставить формы, чтобы не было сломов, как избежать отслоек сразу после наращивания, как перестать бояться фразы «да нарасти ноготок». Сделаем разбор всех ошибок в моделировании, отвечу на ваши вопросы, присоединяйтесь, ссылка в описании. Цвет достаточно жидкий, но мне понравился этот оттенок, поэтому использовали его. Такая благородная фисташка. Для дизайна использую специальные наклейки. Будем делать аэропуфинг. Это техника нанесения краски спонжем. Наношу ее на палитру, отжимаю спонж несколько раз, для того, чтобы краска ложилась тонко, и пуфаем. Вот это слово как ни лучше подходит для данного этапа. То есть шлепаем этим пуфиком по поверхности, для того, чтобы краска забилась в промежутке. Аккуратно снимаем, убираем остатки салфеткой. Не поставьте руку в лампу вместе с этими остатками, так как кожа будет вся испачканная и потом не ототрется. Просушиваем и перекрываем топом. Очень красивая гель-краска, как будто немного голографическая. Результат нашей коррекции, по-моему, получилось здорово. Поставьте пальчик вверх, если вам понравился результат. Ну а в следующем видео выполним перенаращивание, сделаем ногти заново на второй руке модели и сравним результат. Поэтому обязательно включайте уведомления о новых публикациях, чтобы не пропустить видео. Ну а я желаю всем счастливо, успехов, пока-пока!